Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о текстовых функциях. Я расскажу самые популярные и часто используемые из них. Первая задача, которая перед нами стоит, нам необходимо сделать все буквы строчными. Для этого у нас есть функция, которая называется сострочен. То есть эта функция делает все буквы строчными. Видим. Далее нам необходимо сделать все буквы прописные. Для этого у нас есть функция прописан, соответственно. Здесь достаточно все просто. Мы берем один аргумент и подставляем его в функцию. Далее нам необходимо сделать каждое новое слово с большой буквы. Для этого мы будем использовать ячейку E12. Здесь у нас неправильно функция отработала за счет того, что есть лишние пробелы и печатные символы. Сейчас я покажу, как их убрать. Для того, чтобы убрать пробелы, мы используем функцию сжать пробелы. А для того, чтобы убрать печатные символы, допустим, смотрите после вставки, как будет отображаться. Видите внутри? Вот, именно поэтому функция отработала неверно. Так вот, чтобы убрать этот знак, невидимый для печати, мы используем функцию печь символ. Она по типу функции сжать пробелом также убирает лишние печатные символы из текста. Вставляем значение и видим результат. Соответственно, мы сейчас разобрали основные функции, которые используют только один аргумент. Далее мы с вами разберем функции, которые служат для соединения текста или его конкатенации. Первая – это функция сцепить. Функция сцепить считается устаревшей, и есть более новая функция сцеп. Мы ее чуть дальше разберем. Итак, первый аргумент функции – это текст. Мы выбираем ячейку. Далее, для того, чтобы использовать пробел, мы ставим кавычка, пробел, точка, запятой, и переходим к следующему тексту. Опять кавычка, пробел, кавычка и заключительный текст. Как мы видим, результат отобразился в ячейке. То есть у нас сцепились три ячейки, фамилия, имя, отчество, и также разделитель, пробел. Также мы можем использовать специальный знак для объединения. Для этого мы пишем ячейку, далее прописываем этот знак. Вот. И также ставим пробелы. Ставим знак, ставим следующую ячейку. Опять ставим знак, ставим пробел. Окей, как мы видим, результат тот же самый. Какой из этих способов удобнее, решать, конечно, вам. Далее у нас появилась новая функция, которая называется объединить. Мы выбираем разделитель, который будет установлен между словами. Далее определяем, пропускать нам пустые ячейки или нет. Здесь у нас пустых ячеек нет. Значит, можно пропускать, можно не пропускать. Ставим единицу. И, соответственно, выделяем диапазон для сцепки. Как мы видим, результат тот же самый. Единственный минус этой функции, то что она доступна только с 2016 версии Excel. Если вы будете отправлять данный файл на 2007 версию, да, неизвестно, как она будет отрабатывать. То есть при пересчете листа она по-любому слетит. Ее можно найти на GitHub и вставить как макрос, пользовательскую функцию. Далее мы используем функцию scep. Функция scep она чаще всего используется для цифр. И на примере цифр 1, 2, 3, 4 мы посмотрим, как она работает. То есть она просто склеивает цифры, не давая включить разделитель между ними. Окей, это были функции, которые соединяют текст. Далее мы перейдем к функциям, которые могут обрезать текст. Первая функция, которая обрезает текст, нам необходимо перенести фамилию. Фамилия у нас находится слева. Мы используем левый символ. Первое – это ячейка с текстом, откуда мы будем брать текст. Далее у нас количество знаков. Для того, чтобы взять фамилию, мы используем 5 знаков. Отлично. Для того, чтобы перенести инициалы, мы можем использовать функцию правый символ. Также указываем ячейку и указываем количество символов справа. В данном случае 4. Окей. И для того, чтобы перенести только инициалы имени, мы используем функцию PSTR. Она возвращает заданное количество текста от стартовой позиции. Первый – это текст. Далее нам необходимо указать начальную позицию. То есть для того, чтобы у нас взялась первая буква, мы указываем 7. То есть в 7 позиции у нас будет браться текст. И количество знаков, соответственно, 2. Окей. Теперь у нас лайк-рубрика. Поставьте, пожалуйста, видео на паузу, напишите комментарий с одним из этих словосочетаний текстовой функции в Excel, PSTR, left symbol, прав символ, сцепить, объединить. Спасибо большое.
Идем дальше. Во время объединения значения, значение теряет формат ячейки. И поэтому, чтобы его сохранить, нам необходимо использовать специальную функцию, которая называется текст. Итак, для того, чтобы записать формат рублей, нам необходимо написать функцию текст, выбрать значение и указать формат. Для того, чтобы был разделитель групп разрядов, мы пишем решетка, 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 0, запятая, 0, 0 и ставим знак рубля, закрываем скобочку, получаем результат. Далее, для того, чтобы написать, допустим, артикул и незначимые нули спереди, нам необходимо использовать также функцию текст, выбрать значение и указать количество нулей. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Такая запись будет обозначать, что количество значений в ячейке должно быть равно 8. И поэтому функция автоматически добавляет 4 нуля перед цифрой. Далее нам необходимо перевести в дату. Соответственно, если мы переводим в дату, нам необходимо указать формат. 4D это будет день полностью, 3D это день сокращенно, 2D это просто число месяца. Далее указываем месяц. Месяц 4 буквы М это полное название месяца, 3 буквы М это сокращенное название месяца и 2 буквы М это число месяца. И, соответственно, год. 4 буквы Г это вместе с тысячами год. 2 буквы Г это заключительные 2 цифры года. Закрываем скобку, получаем результат. Окей. Идем дальше. Следующая задача, которую мы с вами рассмотрим, нам необходимо определить количество символов. В данном случае у нас есть функции, которые позволяют найти определенные расстояния в символах до определенного знака или словосочетания и определяющие полностью длину строки. Итак, для того, чтобы определить полную длину строки, мы используем функцию dlctr. Она определяет количество символов в ячейке. В данном случае мы видим это 16, 20, 18 и так далее. Второй пример. Нам необходимо определить позицию первого пробела. Для этого мы используем функцию поиск. Указываем искомый текст, ячейку для поиска и начальную позицию. Начальная позиция у нас единица. Да, если мы ее не укажем, она так и останется единицей. Поэтому здесь она не важна. Отлично. Далее мы идем, нам необходимо определить позицию номера. Далее нам необходимо определить позицию артикула. Для этого мы пишем поиск. Далее указываем искомый текст. Для того, чтобы указать расстояние до артикула, мы пишем дефис. Далее указываем вопросительные знаки. 4 штуки. То есть после дефиса у нас идет 4 знака. И закрываем кавычку. Далее указываем текст для поиска и получаем результат. Для того, чтобы проверить функцию поиск, мы будем использовать функцию найти. Функция найти помогает нам найти расстояние до заглавной буквы А. То есть она понимает регистр. Далее нам необходимо выбрать просматриваемый текст и, соответственно, прибавить +1, потому что дефис это следующий знак после буквы А. Как мы видим, результат сходится, значит функции отработали верно. То есть, подводя итог, мы поняли, что у нас есть функция поиска, есть функция найти. Функция поиск у нас понимает вопросительные знаки, звездочки. И, соответственно, знак принадлежит, если нам необходимо искать до определенного знака. Функция найти у нас понимает регистр букв. Окей. Далее нам необходимо разделить текст при помощи этих функций и функций, которые мы изучили ранее. Для того, чтобы найти фамилию, нам достаточно использовать функцию left_symbol. Далее выбираем текст и определяем количество знаков по функции поиск. Поиск, искомое значение это первый пробел. Закрываем 2 скобки, получаем результат. Для того, чтобы вырезать имя, мы используем функцию pstr. Для этого нам необходимо чуть развернуть строку формул и напишем функцию pstr. Функция pstr у нас возвращает заданное количество знаков с нужного нам места. Итак, стартовая позиция это первый пробел. То есть мы пишем поиск, искомый текст это пробел, далее текст для поиска, +1. +1, потому что пробел, да, +1 символ будет равно стартовой позиции. Далее нам необходимо найти расстояние до второго пробела. То есть здесь мы также используем C12. Это расстояние до первого пробела.
А аргумент начальной позиции ищем расстояние до первого пробела, то есть старт у нас будет от шестого символа в данном случае, да, плюс 1. И от всего этого нам необходимо отнять расстояние до первого пробела. Смотрим, закрываем. Расстояние до первого пробела. Далее мы нашли расстояние до второго пробела. И затем из расстояния до второго пробела отняли расстояние до первого пробела. И, соответственно, для того, чтобы найти отчество, мы также используем функцию прав символ. Выбираем текст. Далее, для того, чтобы определить число знаков, нам необходимо от длины строки отнять расстояние до второго пробела. То есть мы пишем опять с новой строки поиск. Выбираем искомый текст, это пробел. Далее ячейка, где мы ищем, это здесь. Начальная позиция, мы опять пишем поиск. Выбираем пробел. Выбираем текст. И, соответственно, прибавляем плюс 1. Получаем результат. Еще раз давайте повторим. То есть для того, чтобы найти имя, мы используем расстояние до, отнимаем от него расстояние до первого пробела. И, соответственно, для того, чтобы найти отчество, нам необходимо посчитать все символы в ячейке и отнять от них расстояние до второго пробела. Итак, заключительная задача на сегодня. Нам необходимо текст привести к формату, который вы видите на экране. Для этого мы пишем равно функцию «сцепить», через которую будем производить сцепку. Далее указываем первый текст, это, конечно же, имя. После чего нам необходимо поставить пробел. Далее указываем функцию «текст», которая будет у нас приводить дату к определенному формату. Пишем формат DD, MM, BG. Далее нам необходимо опять поставить точку с запятой. Далее мы можем прописать сразу «получил аванс» через пробел. Поставить пробел в конце, поставить точку с запятой и записать сам аванс. Мы пишем текст. Далее указываем ячейку. И, соответственно, формат. Это решетка, 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 0, 0, запятая, 0, 0 и формат рубля. Закрываем скобку, получаем результат. Как мы видим, у нас все получилось. Отлично. На этом все. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал, ставим лайки. Напишите комментарий, пожалуйста, с одним из этих слов. Текстовые функции в Excel, PSTR, left символ, прав символ, сцепить, объединить. Хорошего вам дня, до следующей среды, до свидания.